Всем привет, друзья! Вы на канале Обзоров, и сегодня у нас необычная распаковка посылок. Решил я немного обновить место для записи видеороликов, распакуем с вами несколько посылок и покажу вам, как бюджетно можно сделать небольшую фото-видео-студию всего за 6500 рублей. Такая своеобразная студия не занимает много места, и в квартире можно найти для нее уголок. Пригодится как для фото, так и для видеосъемки. Ссылки на все товары сегодняшнего видео находятся, как всегда, в описании видеоролика. Поехали! Первым делом я решил обновить стол. В последнее время я записывал видео для вас на компьютерном столе, но компьютерный стол должен быть компьютерным. Иногда он очень сильно захламлен после распаковок, а надо еще и видосики монтировать. Здесь и так не очень много места, поэтому было решено заказать небольшой стол на Яндекс.Маркете. Приходит стол в разобранном виде, в пути ничего не пострадало. В комплекте есть все необходимое для сборки. Собирается все это дело буквально за 10 минут. Размеры столешницы 450 на 680 мм, высота стола 750 мм. Материал изготовления ЛДСП, цвет дуб. Я долго думал и в итоге решил, что для моих нужд этого столика вполне хватит. Собрал все без каких-либо проблем, единственное, немного не подошли по цвету наклейки заглушки. Особо я и не расстроился, так как все соединения находятся на внутренней части стола и снаружи ничего не видно. Я хотел сделать что-то мобильное, переносное, чтобы в любой момент можно было поставить в другое место, перенести в другую комнату, например, поэтому взгляд упал именно на этот стол, ведь он достаточно легкий и не слишком габаритный. Летим дальше. Прикупил в обычном магазине немного проводов, 2 накладные розетки и штепсельную вилку. Вышло все это на 500 рублей примерно. Розетки установил по бокам стола, соединил их параллельно и вывел провод с вилкой для подключения в сеть. Получилось довольно удобное рабочее место. 2 розетки нужны мне для освещения, о котором сейчас расскажу, и еще 2 розетки всегда пригодятся, например, поставить на зарядку телефон, на который записываю видео, или при обзоре какого-нибудь девайса, который питается непосредственно от сети 220 вольт. Да, все выглядит колхозненько, но зато функционально и добавить здесь нечего. Освещение. Признаюсь, за все время ведения канала у меня никогда не было нормального освещения. Всегда приходилось что-то колхозить, использовать для света обычные настольные лампы или, как в недавних видеороликах, дешевые кольцевые лампы из фикс-прайса. Решил наконец-то прикупить софтбоксы. Их можно купить как в сборе со стойками, так и по отдельности, что я и сделал. А сделал я это для экономии бюджета. Софтбоксы в сборе со стойками продаются примерно за 2000 рублей штука. У меня же вышло примерно 1500 за один. Около 500 рублей стойка и около 1000 за сам софтбокс. Стойки самые простые, легкие, их вес всего 1 кг, сделаны из стали. Высота регулируется от 70 до 210 см. Максимальная нагрузка по заявлению производителя 5 кг. Всего на стойке 3 колена, которые фиксируются резьбовыми винтами. На верхнем конце имеется стандартная резьба 1/4 дюйма, которая используется для крепления камер и прочего оборудования для съемки. Покупал я их тоже на Яндекс.Маркете, так как там они были дешевле, чем на других маркетплейсах. Мчим дальше. Софтбоксы покупал на Валберес. Там нашел самые дешевые. Конструкция у них простая, раскладываются и складываются одним движением. Имеется даже чехол для переноски. Как и сказал, софтбоксы обычные на одну лампу с керамическим патроном под цоколь Е27. Размер его 50 на 70 см. Для тех, кто не знает, софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного света без резких бликов и теней. Состоят софтбоксы из 2 частей: серебристого отражателя в виде купола, и бывают они различной формы и размеров, и наружного белого рассеивателя, который крепится на липучках. Имеется провод для подключения к сети 220 вольт. Длина провода 170 см, также на проводе есть выключатель. Крепление софтбокса стандартное, наклон регулируется на 270 градусов. Снаружи материал плотный и при работе ничего не просвечивает, то есть весь свет рассеивается и направлен в нужное место. Для домашнего использования такого софтбокса более чем достаточно. Если же вы хотите сделать более профессиональную студию, то смотрите софтбоксы на 4 лампы. Летим дальше. Теперь поговорим про лампы. Сначала я хотел использовать переходник на 2 лампы и даже купил в магазине обычные светодиодные лампы, но потом отказался от этой затеи. И вообще, сначала я заказал один софтбокс и одну стойку, но посмотрел, что такой свет никуда не годится, и все-таки решил купить второй софтбокс и еще как раз добавок стол и все остальное. При выборе ламп мой взгляд упал на светодиодные лампы, как их в простонародье называют, кукуруза. Покупал я их тоже на Валберес. Лампы имеют 3 режима свечения: дневной белый мощностью 75 Вт со световой температурой 6000 кельвинов, естественный свет мощностью 150 Вт со световой температурой 4500 кельвинов и теплый желтый мощностью 75 Вт со световой температурой 3000 кельвинов. Режимы свечения переключаются после повторного включения лампы, то есть включили-выключили и уже другой режим. Лампы мне понравились и светят они довольно ярко. По крайней мере, записывать видео над столом такого набора вполне хватит. Если же нужно больше света, то как раз можно использовать переходник на 2 такие лампы в одном софтбоксе.
Что еще я прикупил? Изначально думал оставить все как есть, но обычное покрытие стола смотрится не очень презентабельно, поэтому долго искал и выбирал по размеру столешницы коврик. Коврик это для мышки, собственно говоря, на компьютерном столе у меня точно такой же коврик, только с принтом и другого размера. Мне приглянулся коврик полностью черного цвета, о чем я потом пожалел, и нашел я его тоже на Валберес. Самый подходящий размер коврика для моего нового стола 80 на 40 сантиметров, то есть чуть длиннее длины и чуть уже ширины стола. Но это был самый подходящий вариант размера. Подложка у коврика резиновая, благодаря ей он не скользит на любой поверхности и отлично фиксируется на столе. Сверху у коврика синтетическое покрытие, материал полиэстер. Края обметаны аккуратно, в плане пошива здесь все сделано качественно и на совесть. Почему я пожалел по поводу черного цвета коврика? Да потому что он собирает всю грязь и пыль, и на нем все это дело прекрасно видно. На поверхность коврика прекрасно чистится влажной тряпочкой и собирается вся пыль. Выглядит все это дело, на мой взгляд, очень красиво, как говорится, дорого-богато. А вы как думаете? Напишите в комментариях. И еще одна маленькая деталь. Иногда приходится делать фотографии для Авито, и хочется, чтобы они выглядели красиво и презентабельно. Да и для видеороликов хочется делать красивые кадры. Было решено выписать на Валберес фотофоны. Приходят в тубусе из плотного картона. В комплекте 3 фотофона размером 70 на 50 сантиметров. Листы двусторонние, то есть покупая 3 фона, мы имеем 6 красивых рисунков для фотографий или съемки видео. Листы хоть изначально и свернуты в рулон, но распрямляются буквально минут за 30, если положить их на ровную поверхность. Сделаны фоны из плотной бумаги с полуматовой поверхностью, которую можно протирать влажной тряпкой, но бумага боится заломов, поэтому обращаться с ними нужно бережно и аккуратно. Что по итогу? Подводя итог, хочу озвучить, сколько денег я потратил на это все добро. Итак, стол обошелся мне в 1372 рубля. Стойки для софтбоксов, одна 451 рубль, вторая 485 рублей. Цены разнятся из-за того, что заказывал их в разное время, а цены, как вы знаете, на маркетплейсах в день меняются по несколько раз. Софтбоксы, первый 1184, второй 1139 рублей. Лампочки заказывал сразу 2 по 370 рублей каждая. Коврик 378 рублей. Фотофоны обошлись в 312 рублей. Еще прибавить стоимость проводов, розеток и штепселя примерно 500 рублей. Если все посчитать, то получается 6461 рубль. Грубо говоря, 6500 рублей. Конечно, можно эту стоимость еще и убавить, можно обойтись без розеток и стола, тогда все это добро обойдется вам меньше 5000 рублей. Актуальные цены на все товары сегодняшнего видео смотрите по ссылкам в описании к видеоролику. Спасибо за просмотр, с вами был как всегда Иван, до скорых встреч, пока-пока.